Пока внедорожник новый, почти все они кажутся идеальными. Но после 100 тысяч километров некоторые превращаются в вечных бойцов, а другие – в постоянную статью расходов. Сегодня – машины, характер которых полностью меняется после пробега. Начнем с короля вторички и главного героя гаражных басен – Toyota Land Cruiser Prado. Если вы скажете владельцу Прадика, что его машина может сломаться, он просто посмотрит на вас как на еретика. Ведь до 100 тысяч километров эта машина – настоящий психолог. Она внушает вам абсолютное спокойствие, дарит чувство превосходства над ямами и обладает ликвидностью слитка золота. Это идеальный семейный танк, дети сзади спят, жена довольна, а вы чувствуете себя капитаном межгалактического крейсера, которому все нипочем. Но вот на одометре загорается цифра 100 001, и карета... Нет, в тыкву она не превращается, но начинает требовать подношений, как капризное божество. Тут-то и начинается самое интересное. Многие ждут, что Прадо будет ездить на святой воде и, веря в императорское качество, вечно. Но реальность вносит правки. После сотки дизельная топливная система начинает тонко намекать, что наш целебный солярный коктейль ей не по вкусу. Форсунки выходят из чата, а цена их замены способна вызвать легкий нервный тик даже у самого сурового джипера. Добавим сюда подвеску. Она, конечно, комфортная, но обслуживание КИДСС или пневмы на таком пробеге – это уже не расходники, а полноценная инвестиция в благополучие вашего автомеханика. А тормоза? Масса машины такая, что диски и колодки улетают быстрее, чем ваши деньги в Черную пятницу. Покупая Прадо с пробегом 100+, люди морально готовятся к бессмертию, а получают абонемент в сервис на дорогое обслуживание. Это все еще отличный внедорожник, но бесплатная демо-версия надежности официально закончена. Добро пожаловать в реальный мир, где даже легенды просят денег на завтрак. Второй номер в нашем параде меняющихся внедорожников – это BMW X5. Конкретно остановимся на кузове F15 и его старших братьях. Когда вы садитесь в свежий X5 с небольшим пробегом, мир играет яркими красками. Это чистое удовольствие за рулем, как завещает баварский бренд. Динамика такая, что забываешь о законах физики, качество отделки ласкает глаз. А на трассе он стелется, как спорткар, игнорируя свой внедорожный статус. Вы чувствуете себя успешным человеком, который точно знает толк в жизни. Но вот снова магическая отметка в 100 тысяч километров. И тут начинается метаморфоза. Психология владения меняется радикально. Из режима удовольствия вы переходите в режим контроль расходов. Первое обычно сдается – пневма. Те самые баллоны и компрессор, что дарили вам неземной комфорт на трассе, начинают капризничать и просить замены. Цена вопроса заставляет задуматься о пеших прогулках. Дальше – электроника. В мире BMW проводов и датчиков больше, чем нервных клеток у менеджеров час пик. После сотки начинают вылезать плавающие ошибки. То парктроник отвалится, то система старт-стоп решит, что она устала. И, конечно, классика немецкого моторостроения – утечки масла. Двигатель начинает потеть, словно атлет после марафона. Мелкие поломки, которые вроде бы и не критичны, но их количество и общая стоимость, потому что почти любая деталь на BMW, как крыло от самолета, превращают владение из наслаждения в постоянный мониторинг банковского счета. BMW 5 – это как отношения с очень красивым, но требовательным партнером. До определенного момента вы наслаждаетесь каждым моментом, а потом понимаете, что за эту красоту нужно постоянно платить и решать ее проблемы. Премиум ощущения сменяются премиум счетами. На очереди у нас рабочая лошадка, боец невидимого фронта, который на первый взгляд может показаться немного топорным. Встречайте, Mitsubishi Pajero Sport. До отметки в 100 тысяч километров он не хватает звезд с неба. Он кажется жестким, шумным, простым внутри. Ну, настоящий утилитарный внедорожник, который всем своим видом говорит: «Я тут не для того, чтобы тебя развлекать, а чтобы довести». У него брутальный, немного устаревший внедорожный имидж, и владельцы Prado и X5 смотрят на него с легкой снисходительностью. Но вот пробег переваливает за 100, и происходит магия. В отличие от своих лощеных конкурентов, которые начинают сыпаться и требовать дорогостоящего ухода,
Pajero Sport раскрывает свой главный и неоспоримый козырь – живучесть и простоту. Именно после 100 тысяч вы начинаете ценить его раму, его неприхотливую подвеску и неубиваемый дизель. Он не боится плохих дорог, он их просто игнорирует. Там, где баварец встанет, требуя новую пневму, а японец премиум начнет капризничать с форсунками, Pajero Sport просто едет дальше, лишь иногда прося долить омывайки. Это редкий пример автомобиля, который с возрастом становится только лучше относительно своих конкурентов. Его обслуживание настолько дешево по меркам класса, что вы чувствуете себя самым хитрым человеком на планете. Пока владельцы премиума трясутся над каждой царапиной и готовят бюджет на ремонт, владелец Pajero Sport спокойно едет на рыбалку, понимая, что его старичок только вошел во вкус жизни. Он не про роскошь, он про надежность, и после 100 тысяч это становится очевидно. Четвертый в нашем списке – аристократ, атлет и любимец всех, кто хочет заявить о своем статусе без лишних слов – Range Rover Sport. До 100 тысяч километров – это не просто машина, это портал в параллельную реальность. Тут вы чувствуете себя не владельцем внедорожника, а лордом, который летит над асфальтом. Вау-эффект зашкаливает, роскошная кожа, феноменальный комфорт и динамика, которая заставляет соседей по потоку нервно сглатывать. Вы наслаждаетесь тем, как он глотает неровности, и думаете, вот он пик автомобилестроения. Но когда на одометре загорается цифра 100 тысяч, карета начинает подавать признаки того, что тыква уже где-то рядом. После этой отметки Range Rover Sport превращается в самый захватывающий триллер в вашей жизни. Знаменитая пневмоподвеска, которая только что дарила вам ощущение полета, внезапно решает, что ей пора на покой. И когда машина за одну ночь приседает на одно колесо, словно уставший пират, ваш кошелек начинает нервно икать. А электроника – это отдельный вид искусства. В этой машине датчиков больше, чем звезд на небе, и после сотки они начинают жить своей, очень насыщенной жизнью. Приборная панель может превратиться в новогоднюю гирлянду в самый неподходящий момент, просто потому что настроение такое. Поворот сюжета. Главный шок для владельца – это не сам факт поломки, а стоимость ее устранения. Содержание подержанного спорта – это как спонсировать небольшое островное государство. Вы либо безумно влюблены в этот комфорт и готовы платить за него двойную цену, либо быстро понимаете, почему их так часто продают именно на этом пробеге. Эта машина праздник, но после 100 тысяч за этот банкет начинаете платить лично вы, и меню там очень дорогое. Пятый в нашем списке – Nissan Pathfinder, особенно в кузове R51. До отметки в 100 тысяч километров это был ваш надежный друг и партнер. Большой, вместительный семейный внедорожник с мягким характером, который легко глотал городские бордюры и не пугался легкого бездорожья. Он дарил ощущение разумного компромисса между комфортом и проходимостью. Вы любили его за практичность. Но после сотки Pathfinder начинает намекать, что он устал. Тут машина меняется не столько технически, хотя и технически тоже, сколько эмоционально. Начинаются первые звоночки по трансмиссии. Вариатор или классический автомат требуют все больше внимания, своевременной и очень дорогой замены масла, а иногда и серьезного ремонта. Появляются возрастные вибрации. Легкое подрагивание на холостых, которое вы раньше игнорировали, после 100 тысяч превращается в навязчивого соседа, который сверлит стену в 6 утра. Каждая поездка начинает сопровождаться симфонией из новых звуков, скрипов и вибраций, которые, по мнению официального дилера, являются конструктивной особенностью. И, конечно, расход топлива. Он начинает не просто раздражать, он начинает вас преследовать. Если раньше вы закрывали глаза на 18 литров, то теперь, когда машина уже не такая бодрая и требует вложений, каждая заправка ощущается как личное оскорбление. Pathfinder – это пример того, как ожидания сталкиваются с суровой реальностью. Машина не ломается внезапно, как Range Rover, она просто постепенно, медленно и мучительно вытягивает из вас позитив владения, меняя вашу любовь на стойкое желание поскорее от него избавиться и купить что-то свежее. Эпоха мягкого семейного внедорожника заканчивается, начинается эпоха калькуляции расходов на бензин и сервис.
Шестой в нашем списке – автомобиль, который в СНГ возведен в статус неприкасаемого идола – Toyota Land Cruiser 200. До 100 тысяч километров – это не просто машина, это ваша крепость. Вы покупаете не кучу железа, а мечту и статус. На дороге вам уступают место даже те, кто никуда не спешит, а внутри царит то самое магическое ощущение вечности. Кажется, что этот автомобиль переживет вас, ваших внуков и даже саму цивилизацию. Владелец 200-ки до первой сотни пробега – это самый спокойный человек в мире, ведь он уверен, это же Toyota, она не ломается. Но после 100 тысяч километров происходит столкновение с реальностью, которое многие предпочитают замалчивать. И тут мы подходим к главному откровению – надежный не значит дешевый. Да, крузак может не встать колом посреди трассы, но его содержание после сотки начинает напоминать содержание небольшой футбольной команды. Первым делом бюджет начинают поедать тормоза и подвеска. Вес машины почти 3 тонны, и законы физики Toyota еще не обмануло. Тормозные диски и колодки здесь – это расходный материал, который исчезает быстрее, чем зарплата в день выдачи. К 100 тысячам обычно подходят и элементы активной подвески – КДСС, ремонт которой заставит вас пересчитать все свои заначки. А обслуживание? Замена масла в огромном двигателе, обслуживание мостов, раздаток и шприцевание всего, что только можно. После сотки эти счета становятся регулярными и очень увесистыми. Владелец внезапно понимает, что легендарная надежность оплачивается из его собственного кармана по очень высокому тарифу. Поворот сюжета. Люди покупают Land Cruiser 200, чтобы сэкономить на ремонте, а в итоге тратят на обслуживание суммы, на которые можно было бы купить небольшую квартиру в провинции. Это все еще вечный автомобиль, но только до тех пор, пока у вас хватает денег оплачивать его бездонный аппетит к качественному сервису. Статус – штука дорогая, и после 100 тысяч вы платите за него по полной программе. Замыкает наш список автомобиль, который многие сначала вообще не воспринимают всерьез – Suzuki Jimny. До 100 тысяч километров на него смотрят как на забавную игрушку или стильный аксессуар для города. Он милый, он квадратный, он легко паркуется там, где Land Cruiser 200 даже не рискнет просунуть зеркало. Владельцы покупают его ради эмоций и необычного вида, смиряясь с тем, что на трассе его сдувает фурами, а внутри места меньше, чем в шкафу из Икеи. Но вот на одометре 100 тысяч, и у Jimny открывается второе дыхание. Пока владельцы премиум-кроссоверов с ужасом ждут чека за ремонт пневмы, владелец Jimny начинает понимать, что он купил настоящий внедорожник. После сотки эта машина словно сбрасывает городскую маску. Вы внезапно осознаете: подождите, у меня же тут неразрезные мосты, рама и жесткое подключение. Его невероятная проходимость раскрывается именно тогда, когда вам перестает быть жалко кузов. Там, где тяжелые внедорожники закапываются под собственным весом, этот кубик весело скачет по грязи, как горный козел на энергетиках. А расходы? После 100 тысяч они остаются просто смешными. Запчасти стоят копейки, конструкция проста, как кирпич, а ломаться там особо и нечему. Это тот редкий случай, когда машина со временем нравится владельцу все больше и больше. Из прикольной игрушки Jimny превращается в верного боевого товарища, который не подведет и не разорит. Если все предыдущие герои нашего топа к 100 тысячам начинают вызывать легкую грусть в районе кошелька, то Suzuki Jimny заставляет вас улыбаться еще шире. Он доказал свою профпригодность и теперь готов вести вас хоть на край света, хоть за хлебом через болото. Ну что, друзья, как видите, цифра 100 тысяч на одометре – это не просто пробег, это момент истины. Для кого-то это начало дорогого романа с автосервисом, как в случае с Range Rover или BMW, а для кого-то осознание того, что настоящий друг, как старый Pajero Sport или Jimny, только начинает входить в азарт. Главный урок здесь прост. Выбирайте машину не по статусу, а по карману и задачам. Потому что неубиваемость часто стоит дороже, чем регулярный ремонт. А теперь вопрос к вам. Согласны с нашим списком или ваш опыт говорит об обратном? Может быть, ваш Land Cruiser проехал 1 000 000 километров на одном масле, а Jimny развалился на парковке? Пишите свои истории в комментариях, обсудим, чья легенда крепче. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые разборы. Погнали!